The same for everyone. Какие замечательные слова, какая прекрасная декларация. Но так ли обстоят дела в действительности в нашем современном мире? Это Норвегия, земля, на которой свобода личности и свобода слова стоят дорого. Не случайно именно отсюда происходят тролли, существа, живущие в подземном мире, в пещерах и в горных расщелинах. Тролли задумывают каверзы, как им оболгать и как насмехаться над человеком. И в этом противостоянии норвежцы ушли дальше других в своем понимании ценности свободного пространства каждого человека. Вроде бы все можно говорить сегодня. Такая свобода слова по сравнению с Советским Союзом, когда ничего нельзя было. Сегодня вроде бы все можно говорить. Но вот эти таблицы Менделеева, эти шеренги, которые заставляют человека вставать. Либо ты на этой позиции, либо, если ты не на этой, то будь проклят навсегда. Ты трампист, ты байденист, ты за евреев, ты против... Этот ужас. У человека не может быть своего собственного мнения. Что это такое? Человек может его иметь, но ни в коем случае не выражать на публике. Это идет, нынешний зажим свободы слова идет из стран, которые эту свободу слова придумали. Это идет из Америки, это идет из Англии, идет из Франции. Я учился читать на книжке Жюля Верна там 100 тысяч лье под водой. Что я бы сейчас ее читать не смог, потому что она настолько замороченная, завернутая, перегруженная информацией вот в 100 раз. Особенно в свете теперешнего качества литературы. Но для меня это была первая книга. Естественно, я ее читал как Библию. Может быть, даже более внимательно. И очень неожиданный из этого был вывод. Я вырос с 6 лет в ощущении того, что существует мир. Существует огромный мир. Существует Тихий океан, Атлантический океан. Существует Франция, существует Англия, существует Америка, существует Африка, существует Капитан Немо, существуют подводные лодки, существуют нарвалы. Окей, хорошо. Я вырос в этом мире. Когда я пошел в 1 класс, все остальные люди знали, что есть дядя Вася, и вот гараж. Нет в России андерграунда. Ни политического андерграунда нет, ни культурного андерграунда нет. Он должен появиться, то есть власти сами этому всячески способствуют. То есть выдавливая людей вот из этого законопослушного легального поля, честные выборы и т.д. и т.п., вот, они, естественно, провоцируют людей, в первую очередь, людей молодых и авантюрных. В общем, серьезные вещи всегда делаются людьми только молодыми и авантюрными. Это закон. В сказочно красивом месте севера Норвегии среди фьордов в городе Бергене жил очень свободный человек – Генрик Ибсен. Но большинству людей он известен по произведению «Пер Гюнт» или «Кукольный дом». Но мало кто вспоминает его пьесу, которую сегодня хорошо было бы поставить перед ратующими за либеральные и демократические ценности. Это пьеса «Доктор Стокман. Враг народа». Сейчас стало общим местом вспоминать роман Джорджа Оруэлла «1984». И если в конце 80-х, в перестройку и в 90-е роман читался как антиутопия, то сейчас мы чувствуем на своей шкуре многое из того, что казалось невозможным. Признаки тоталитарного общества, тотального контроля, вторжения в пространство твоей личной свободы наступили. И мало кто вспоминает сегодня произведение, которое описывает состояние общества, которое предшествует тоталитарному режиму. Это состояние, описанное Генриком Ибсеном в пьесе «Доктор Стокман. Враг народа». Хотя по интернету блуждает известная фраза Ибсена, выложенная под ногами в центре города Осло,
большинство никогда не бывает право. Но контекст всего произведения зачастую неизвестен этому самому большинству, любящему цитаты великих, набранные громоздким шрифтом в виде афоризма. Речь идет об обывательском большинстве, готовом служить неопровержимым вещам. И сама цитата длиннее, жестче и не очень понравится нашим добропорядочным, благопристойным бюргерам. Большинство никогда не бывает право. Никогда, говорю я. Это одна из тех общепринятых лживых условностей, против которых обязан восставать каждый свободный мыслящий человек. Из каких людей составляется большинство в стране? Из умных или глупых? Я думаю, все согласятся, что глупые люди составляют страшное подавляющее большинство на всем земном шаре. Но разве это правильно, черт возьми, чтобы глупые управляли умными? Никогда в жизни. Генрик Ибсен, доктор Стокман, «Враг народа». Мы сейчас в Норвегии, в Гранд-отеле Осло. Здесь прямо на пешеходном тротуаре выбиты цитаты Генрика Ибсена. И одна из них: «Никогда большинство не бывает правым. Враг народа». Доктор Стокман, брат губернатора, выясняет, что источник целебных вод загрязнен, и поэтому преступление открывать курорт, хотя приток туристов принесет колоссальный приход в бюджет, а жителям города это жизненно необходимо. И вот весь город и губернатор готовы закрыть глаза на эту правду. И только брат губернатора, доктор Стокман, идет против большинства и настаивает на том, чтобы правда стала известна. Он одинок, он становится врагом и подвергается остракизму. Его правда никому не нужна, его изгоняют из города. Знакомая ситуация, не правда ли? Не так ли сегодня одиночка, сказавший слова, не соответствующие мнению большинства влиятельных людей, становится изгоем? Правильное большинство стоит плечом к плечу, плотно организовав стену, сквозь которую не проскочит ваша мысль. Из вас делают сумасшедшего, врага, маргинала. Вас дискредитируют люди, охваченные благими намерениями, вас сотрут в порошок и не оставят камня на камне от вас с вашим правом иметь собственное мнение и говорить правду. Ведь большинству решать, какую правду говорить, а какую правду лучше спрятать за 7 печатей, похоронить, забетонировать, замуровать. А кроме носителей нужной правды есть полчища специальных существ. Эти существа называются троллями. И сон этих троллей, посылаемых на вас прикончить вашу правду, гарантированно справляются с этой задачей. В этом доме в Оденсе 2 апреля 1805 года родился Ганс Христиан Андерсен.
тролль, злой-призлой, сущий дьявол. Как-то раз он был в особенно хорошем настроении, потому что смастерил зеркало, отражаясь в котором все доброе и прекрасное почти исчезало, а все плохое и безобразное, напротив, бросалось в глаза и казалось еще отвратительнее. Послать письмо, которое будет доставлено через несколько секунд. Незамедлительно изложить рвущуюся из души идею и тут же сделать ее публичной, найти информацию, написав пару слов в поисковике. Все это стало настолько обычным, как сигарета в курилке, с которой начинался рабочий день советского интеллигента. Всего 30 лет, и на человека, достающего из кармана пачку сигарет, смотрят косо. Кому приятно окунуться в утренние клубы дыма на террасе ресторана? Внутри, слава богу, курить уже запретили, да и письмо в конверте посылают по крайней необходимости или из ностальгических чувств. Скорость, с которой произошел этот перелом, явно превысила возможности человека к адаптации. Но это про тех, кто родился еще при советах. Для следующих поколений никакой адаптации не потребовалось. Они получили возможность сети в готовом виде и погрузились с головой в этот новый мир, где уже не видны границы между реальностью и цифрой. Миша, наше с тобой поколение выросло при совке, и для нас понятие свободы – это определенные вещи, определенные ценности. Вот мы с тобой недавно вспоминали великого Севу Новгородцева, который работал на BBC. Также мы вспоминали людей, которые работали тогда на Радио Свобода, на Голосе Америки. И эти понятия для нас были тогда чем-то таким очень высоким, если не священным. Да? Что мы можем увидеть в виде проекции этой самой свободы, такой дорогой, такой желаемой, такой жаждуемой тогда? Что это за проекция сегодня? Ты можешь как-то перекинуть мост в сегодняшнее время? Могу, а его и перекидывать нечего. На самом деле свобода – это в первую очередь ответственность. Не все люди к этому готовы. А есть люди, которым свобода нужна, как воздух, а есть люди, которым она только мешает. Потому что надо самому принимать решения, самому отвечать за свою жизнь и так далее. Я знаю, что у тебя в семье ценили, да, вот этих людей, которых я там перечислила, в том числе Севу Новгородцева, да, этот человек, который определил сознание там тебя, твоего брата. И я знаю, что у тебя в итоге драматическая ситуация в семье, у меня тоже с друзьями прошла трещина смертельная. Эта трещина оказалась очень сильная, она оказалась настолько фундаментальной и определяющей, что невозможно просто так сказать, ну ладно, это мы отложили и не будем об этом говорить, а давай поговорим о погоде. Ну, на самом деле трещин много прошло по разным землям, да, начиная с Крыма и заканчивая там, хорошо ли нам с Путиным или плохо. И может быть еще там толерантность, отношение к геям, да, и так далее. То есть расколы, по многим параметрам происходит. Почему это происходит? В каждом случае, казалось бы, причина-то своя причина, казалось бы, что в каждом случае своя причина, наверное, правильно так сказать. Хотя на самом деле это все и начинается со свободы. Свободы. Вот. То, что дело в том, что, как бы так сказать, спрос рождает предложение. То, что делает Путин, людям надо, иначе бы он этого не делал. В принципе. Вот люди этого хотят. Они хотят быть гомофобами. Хотят. Потому что так привычней. Поэтому вот тебе и Крым, вот тебе и гомофобия, вот тебе и скрепы, вот тебе и даешь ракеты,
мы там сверхдержава, мы можем уничтожить там полмира. Ну вот это все А оттуда. как же Сева Новгородцев? Он же о другом совсем. Дело Ты говоришь, в том, твой что... брат слушал Севу Новгородцева и подсадил тебя. Да. Где? Куда это все ушло? Куда это все делось, это хороший вопрос. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Понимаешь, вот был человек, да, слушал Новгородцева, да, рассуждал, да, о свободе. А потом вот как-то раз у него это все перегорело. И нет, вот он опять, Путин молодец. Крым наш, Путин молодец. Живет хреново, но Путин молодец. Понимаешь? Я безработный, но Путин молодец. Вот то, что дает сегодняшняя власть людям, это, как тебе сказать, это такой род замещения, когда человек не может собой гордиться, собой, вот своими делами, своей жизнью, да, нет у него повода для этого. С этим же пересекается реабилитация этого совка, который сейчас идет там полным ходом, которая началась году, так, не знаю, в 11-м, 10-м, наверное. И сейчас уже она такие масштабы набрала эта компания очень серьезно. Это тоже давит на людей. Особенно на тех, кто вырос в Советском Союзе. Жизнь в провинциальных российских городах устроена по одному правилу. Кто бы в город не приехал выступать, на концерт идут все. Потому что делать в этом городе больше нечего. И первые ряды заполняют, соответственно, люди с влиянием, со связями и со средствами. И вот каждый раз, когда открывался занавес, впереди сидели вот эти вот партийные лица, мягко говоря. И им, конечно, весь этот наш железобетонный джаз, все эти орущие трубы и барабаны были ни к чему. Они не понимали вообще, что это такое. И поэтому мне было стыдно на них смотреть, потому что мы даем людям то, чего они, в общем, не очень-то и хотят. А дальше за четвертым рядом уже света было мало, и сияющих глаз, если такие даже были в зале, было уже не видно. Короче, у меня образовался такой комплекс против этих вот стеклянных глаз, как я выработал для себя. Такой для меня примечательный разговор еще в глубокое советское время. Там где-то в Ленинграде, на общежитии. Я был уже преподавателем в Вильнюсе, но меня поместили на студентском общежитии. Я там был на командировке. И был разговор, нас было там несколько человек, разговор с таким как бы комендантом вот этого общежития. И он сказал, вот я присматриваюсь к вам, вот и вспоминаю, тут у нас были эстонцы. Была группа эстонцев, тоже как-то они своеобразно значит, относились к многим вещам и себя вели своеобразно. И я их спросил, а вы все-таки советские или не советские? И они мне ответили, мы советские, но не совсем. Вот так, мы были советскими не совсем. А потом захотели быть совсем не советскими. Вот об этом, кстати, об этом, кого вы вырастили и кого приручили. Ведь тогда, когда вы говорили, что у вас тоже стилистические разногласия с советской властью, тогда было более-менее понятно, кто свой, кто чужой, именно по стилистической вот этой составляющей. Да. Что сегодня происходит? Есть люди, которые обожают Севу Новгородцева, а есть тоже люди, которые обожают Севу Новгородцева. Но ты не видишь этой теперь же стилистической разницы. Что произошло с людьми? Эффект радиоприсутствия каждонедельный создал им впечатление, что этот человек вот здесь находится, вот он часть. И очень часто я встречался с тем, что люди, повстречавшись со мной, цепляли меня за пуговицу и говорили, нет, ты послушай, и читали мне мои цитаты. То, что им запомнилось там в разные периоды жизни. Ну, я потом к этому уже привык, не обращал внимания, но тут я понял, что
по выражению одного остроумного рок-журналиста Ильи Смирнова, что я был как Кропоткин, который приехал и встретился с анархистами-матросиками и понял, кого он взрастил. Ну вот, что делать? Кого вырастил, кого приручил, за того и отвечаешь. Ну или, скажем так, это часть населения, но это не часть общества. Если под обществом, тем более гражданским обществом, мы понимаем людей с какой-то активной позицией, людей умных, людей критически настроенных, людей действующих и так далее. Это болото. И мне вот абсолютно пофигу, значит, что происходит с этим болотом. Осушить это болото все равно невозможно, тем более там, выкачать из него там что-то полезное. Нет, это люди пропащие. Пусть они живут в свое удовольствие, или точнее в меру своего несчастья. Пусть они бухают, их дело. Вот я, кстати, тоже, мне 66 лет, я пенсионер, я типичный представитель как раз, ну, если говорить о возрастных категориях, типичный представитель этого самого болота. Если бы мне предложили, там, скажем, дали бы мне $1 миллиард и сказали: Артемий Киевич, сделай телеканал для российского ватного болота, их надо срочно как-то перевоспитать, их надо заставить вообще одуматься и так далее. Я бы сказал, это напрасная трата денег. В начале 90-х годов, после всего, что там произошло, я же такой же, абсолютно такой же дурак, как все остальные. Мне показалось, что ага, вот наконец, все все встало на места, сейчас будем все выстраивать, сейчас будем все строить, все будет замечательно. Ура! А потом я хожу по Петербургу, а в 91 году, в 91-м Петербург являлся удивительной зрелищем, потому что все разломали, все собирались ремонтировать, деньги кончились, все исчезли, и весь Петербург был руиной, много десятков квадратных километров. Весь центр был как руина. То есть все улицы были перекопаны. То есть ты ходил как во время гражданской войны примерно. Что в принципе, наверное, и было. И я так походил и понял, что мой прилив оптимизма, может быть, был преждевременным. И как было, так оно и будет. И я оказался прав. Все эти благие пожелания и более того, все, можно сказать, победы, которые уже были, они обернулись поражением. То есть самое противное и горькое, что есть, это вот этот опыт поражения. Это особенно ощущают, я думаю, люди моего поколения и поколения немножко моложе, нынешние, там, скажем, 50-летние. То есть это люди, которые вроде бы сделали революцию, и вроде бы все, пошла любимая Родина уже по столбовой дороге всего человечества, и нет, опять свалились в канаву, опять поползли на брюхе, опять стали гавкать на весь остальной мир, и что? И что это нам говорит? Наверное, это говорит нам то, что по-другому и быть не может. И когда я вижу, как менты на экране телевизора, прямая трансляция, говорят, типа, все, камеры убрать, и снимать нельзя, я понял, что пиздец, наконец, пиздец, который я ожидал, вот он наконец пришел. Власти Российской Федерации, вот для них YouTube на самом деле является врагом номер 1 сейчас. То есть просто вот нет хуже зверя, чем YouTube для Путина, Кремля и так далее. Потому что YouTube это YouTube.
То есть это главная платформа вообще для свободного изложения мыслей и обмена информацией. Соответственно, значит, надо это все давить, душить и так далее. Ну вот Христо Грозев, кстати, на конференции, которую я модерировал, он впервые объявил о том, что, по его сведениям, обычно он, конечно, не врет и не преувеличивает, а говорит вещи проверенные, что сейчас российские власти путем там каких-то технических ухищрений они будут вообще весь опасный для себя интернет сводить на нет путем замедления. Причем это будет постепенный процесс, как, значит, по-моему, он как раз эту метафору и употребил, что кошки будут отрубать хвост, значит, кусочками. Чтобы народ сразу не взбунтовался, типа, только что был YouTube, а тут его нет. Нет, это будет все происходить постепенно, без неожиданности, так, чтобы люди успевали привыкнуть. Опаньки, а он еще медленнее, а вот он еще медленнее, а тут опаньки, а уже вообще его и нет. Но почему возникает такой вопрос? Куда может провалиться интернет? Кто может ограничить доступ? Последние события, происходящие во всех развитых странах с ограничениями свободы в интернете, заставляют задуматься, насколько прочен этот мир, в котором мы так доверчиво существуем. О каких запретах я говорю? Да, их много, и мы попытаемся разложить все по полочкам. Непосредственный бесконтрольный доступ в интернет создает условия, когда любой человек с любыми намерениями может опубликовать любую информацию, и такая информация может оказаться крайне опасной для жизни людей. Не думаю, что стоит останавливаться на этом вопросе. В цивилизованном мире сложилось более-менее ясное представление о недопустимых действиях, и многие из них внесены в Уголовный кодекс. Вся эта темная сторона человеческой жизни существовала и до появления интернета. Интернет – это средство. Сам по себе интернет не формирует намерения человека. На протяжении обозримого исторического времени борьба добра и зла происходит примерно с одним и тем же успехом. Задача общества состоит не в том, чтобы бороться со средствами доставки информации. Так можно дойти до сжигания книг, как нации в 1933 году, или до истребления всех младенцев в Вифлееме в поисках информации о нахождении одного единственного. Если бы мир был совершенен, и кто-то высказывался бы против совершенства мира, то есть мир был бы так тупо, как в сказке, поделен на добро и зло, то я бы, наверное, тоже сказал, что я на стороне добра, а не на стороне зла. Но идея запретить теневые проявления человека, я вот сейчас пишу об этом небольшое эссе как раз, эта идея ведь очень старая. Это царство, город Солнца Кампанелла, это государство Платона, это Римская инквизиция, это моральный кодекс строителя коммунизма. Идея запретить человеку любые теневые явления, только вот Солнце, да? Солнечная сторона человека, запретить любые теневые проявления. И руководящей рукой крепко его вывести к моральному совершенству. Но этим человечество занимается, повторяю, с города Солнца, с инков, с Кампанеллы. И кончается это всегда кровью, обманом, ложью страшной. Да, иногда кровью, иногда без крови, но просто пошлостью, откатом назад. Потому что это несовместимо с человеческой природой. Нас много, мы разные. У нас разные мнения по разным вопросам. И либо мы научимся разговаривать, либо мы научимся друг друга, так сказать, друг друга уничтожать, банить. Я не думаю, что значит, вот ставка на победу добра над злом, такую механическую, hate speech. Но человек, который говорит, будьте вы прокляты, как говорила мать Ходоркова, да, мать Ходорковского после суда, кричит, будьте вы прокляты. Это hate speech, безусловно. Давайте забаним этот hate speech, то есть разрешим палачам убивать, но запретим жертвам проклинать их. Очень интересная постановка вопроса.
И вот этот самый мой публичный аккаунт, который активнее, чем личный, мне его все время закрывают. Закрывают его, ну то есть вот стоит мне всплыть на поверхность, сделать, значит, несколько глотков воздуха над водой, как тут же снова, значит, лапа Цукерберга меня засовывает куда-то там в пучины. Несколько раз меня действительно из-за политики закрывали. Ну, то есть какой-то там hate speech, да, какие-то призывы там к чему-то не тому, возбуждение чего-то там и так далее. В общем, возбуждались они, значит, на то, что я что-то возбуждаю. Вот. Но это вовсе не обязательно. Последний раз меня забанили, причем так серьезно, на месяц, как всегда. Меня забанили за то, что я поместил фотографию английского футбольного болельщика на Лестер-сквер. Вот, ну такой типичный английский жлоб, значит, естественно, пьяный в дупель, в окружении таких же, значит, косых футбольных фанатов. Вот, и он спустил, или точнее приспустил с себя штаны, вот, оголил задницу, а из задницы у него, значит, торчала горящая петарда. В общем, так они развлекаются на футболе, англичане. При этом фотография была сделана сзади, никаких гениталий не видно, вообще одетый просто со слегка приспущенными штанами и петардой в анальном отверстии. Значит, тут же мне пришла телега от сподвижников товарища Цукерберга насчет того, что я там, что это изображение обнаженной, значит, обнаженной плоти. Вот, то есть за пьяного английского болельщика с приспущенными штанами. Зачем спустил штаны? Да, это как бы что-то вроде порнографии, что ли. Вот. Сам сделал, а ты отвечаешь. Да. Вот. Точно так же, еще где-то там на заре моего Facebook меня банили, скажем, за такой довольно известный фотоколлаж. Это картина, по-моему, художника Бродского, Ленин у себя в кабинете на таких вот креслах, значит, обтянутой простыней или чем-то таким, сидит там, что-то пишет, а напротив него на диване, который, в принципе, должен был бы быть, ну, на картине Бродского он пустой, а тут, значит, мастера фотошопа на него посадили, значит, обнаженную девушку, причем, опять же, без всяких анатомических подробностей, ну, такая, типа, картина Гойи, Маха обнаженная. Вот, как бы натурщица, то есть Ленин как бы с натурщицы пишет портрет хопаньки, бам. Я, естественно, своим подписчикам в этом интернет, как его, Facebook, мордокнижном, я это называю мордокнига. Значит, в мордокнижном канале я им задал вопрос: ребята, с какой стати, почему это получается и так далее. Они мне все очень подробно объяснили. Что имеется, сидит, по-видимому, то ли Вольгина, значит, у Пригожина, то ли где-то там в ближнем Подмосковье, в каких-то там этих штаб-квартирах ФСБ, то ли еще где-то, не знаю где. Вот, я, к сожалению, не журналист-расследователь. Но там сидят вот все эти команды так называемых троллей. Почему их назвали троллями, я не знаю, что тролли, на самом деле, есть злобные тролли, как известно, гнусные такие и деструктивные. А есть там, скажем, муми-тролль, это же тоже тролль, он же прелестнейший. Ну, ладно, в общем, сидят там команды этих самых троллей под управлением каких-то троллиных этих офицеров-главарей. Вот, и у них имеется некоторое количество мишеней, то есть объектов внимания. Ты являешься одним из этих объектов внимания, потому что тебя все время банят. Ну, не знаю, вот у Шендеровича было уже несколько таких возмущенных публикаций, что его банят, вот, меня банят. То есть они внимательно присматриваются ко всем нашим публикациям. Они хорошо знают психологию, догмы и там моральный кодекс работника мордокниги.
Вот, они это знают очень хорошо. Обнаженная натура, hate speech, гомофобия, я не знаю, что еще. Ну, в общем, я думаю, там имеется такой стандартный набор, значит, всякой политкорректности. Вот, и как только они видят, что у кого-то из их объектов внимания что-то там залезает вот на эту сомнительную территорию, они тут же строчат, причем в больших количествах, с разных адресов, они тут же строчат доносы в начальство мордокниги, что вот, скажем, такая вот Инна или такой вот дядя Тёма, что они нас обидели, что они воспользовались там хейт-спичем, что они показали голую жопу или там еще что-нибудь в таком духе. Вот. На что товарищи из мордокниги, вместо того, чтобы по-умному оценить ситуацию, понять, что это тролли, понять, что перед ними стоит задача топить каких-то там неугодных путинскому режиму писателей, журналистов, активистов, блогеров и так далее. Вот, они как бы, им это пофигу, вот, и они, пользуясь чисто формальными поводами, вполне могут, значит, нас запретить и вынести нас из Фейсбука. На мой взгляд, идет война информационная, и внутри этой информационной войны идет еще и война алгоритмов. Разумеется, то, что сделали с моим каналом под названием Саша Сотник, у меня есть еще запасной канал Сотник ТВ Лайв, там 64 тысячи подписчиков, даже больше, ну неважно. Вот то, что сделали с моим основным полумиллионником, это, конечно, невозможно было сделать без вмешательства административных рычагов, без административного ресурса. Потому что, объясняю, как это в принципе делается технически. Технически так можно завалить любой канал, просто любой. Достаточно, если, например, от администрации президента, администрации Путина идет отмашка в несколько тролль-контор, ну, таких как Пригожинская контора, известная, да, которая Лахта, и контора, например, Ашмановская. Игорь Ашманов, есть такой бизнесмен, человек, который он теперь уже очень сильно вырос, он уже просто, он распух от величия, этот господин Ашманов. У него контора ростовских троллей. И вот идет, например, такой щелчок, отмашка, заказ. Завалить канал, например, вот Сотник ТВ, Саша Сотник, 500-тысячный там, 550 тысяч было подписано. Они начинают с двух сторон атаковать YouTube жалобами. Идут жалобы, потоком идут жалобы. И однажды в какой-то определенный момент эти жалобы достигают некой критической массы, после чего включаются определенные алгоритмы в YouTube. Это не какой там мальчик или девочка или какой-то начальник отдела. Они не ставят никаких галочек. Эти галочки появляются сами. Ну, например, канал, условно говоря, попадает в список А. Начинаются какие-то всякие чудеса, например, засчитывается каждый 5-й просмотр, публикуется каждый 5-й комментарий, каждый 3-й лайк исчезает и так далее. Начинаются вот такие чудеса. После того, как, разумеется, человек, владелец канала начинает терять монетизации и т.д. и т.п. То есть вот такой пресс. Канал попадает под пресс. После того, как, это опять же, смотря какой был заказ. Заказ на мой канал был заказ на уничтожение. Поэтому тролли на этом не успокоились, а продолжили заваливать YouTube и Google, офис Google своими жалобами дальше. Таким образом, мой канал набрал еще второе количество жалоб и попал в список Б. И так дальше, ниже он спускался, пока не попал в такой так называемый теневой бан. Этот теневой бан наступил 8 марта 2021 года, когда резко обрушилось количество посещений и когда отключились оповещения для подписчиков, вообще отключились оповещения, и исчез канал из поиска
Гугла и YouTube. Я могу сказать, скажем, по поводу своей программы «Хижина дяди Тёмы», она называется, на нашем маленьком YouTube-канальчике Ару ТВ. Значит, у нас ситуация такая, количество просмотров действительно упало, и упало довольно значительно. С другой стороны, количество подписчиков постоянно растет, хотя и не очень значительно. С чем это связано? Это связано, как мне сказали специалисты, я тут не специалист, но специалисты мне сказали, что связано это просто с тем, что у YouTube имеются вот всякие вот эти, я не знаю, как это называется, алгоритмы, программы или как-то еще, когда они своим этим 100-миллионным слушателям какие-то программы рекомендуют, какие-то ставят в рекламу, какие-то посылают вам, значит, с примечанием «это может быть вам интересно» и так далее. Так вот, раньше в это число рекомендованных попадало довольно большое количество программ на политические темы, в том числе, скажем, мои программы, ваши программы и так далее. Теперь они вот по этим каналам рекомендованных передач, они, ну, если идут, то идут намного реже. Связано это с тем, как мне сказали, что владельцев, ну и менеджмент YouTube, их, в общем-то, не очень радует то, что они называют conflict content, конфликтный контент. То есть те видеосюжеты, те передачи, те каналы, значит, которые у кого-то вызывают активное недовольство, вызывают споры, вызывают жалобы и так далее. Им это не нравится не потому, что, скажем, они не согласны с данной повесткой дня политической, может быть, они там, естественно, там все не любят Путина и Лукашенко, вот, все за свободу, за демократию и так далее. Но вот тут вот уже немного вступает в дело вот эта самая коммерция. То есть конфликтный контент, люди там какие-то отписываются, какие-то жалуются, на жалобы они обязаны реагировать. Вот, и поэтому они не запрещают эти передачи, как, скажем, Facebook, который просто тупо банит нас. Они их не запрещают, но они как бы и лишают их режима наибольшего благоприятствования, так скажем. То есть коридор по-прежнему есть, но красную дорожку и стрелочки указателей они из этого коридора убрали. Что же произошло с нами за последние 30 лет? Я помню, какую свободу я ощутила, послав первый имейл. Не надо наклеивать марку, не надо идти на почту. Для граждан СССР послать письмо за границу не всегда было безопасно. А уж то, что она будет прочитана человеком в погонах, можно было и не сомневаться. И тут пишешь, и через мгновение тебе отвечают из Нью-Йорка. Когда в чате в первый раз я увидела появившиеся строки онлайн, я почувствовала, что теряю сознание, как чеховские герои, впервые увидевшие механическое пианино. Потом живой журнал, Facebook, пиши не хочу. И главное, что тебя никто не ограничивает, никакой цензуры. Дух захватывало, что можно встретиться со старыми одноклассниками, которых жизнь раскидала по разным странам. Задав вопрос на форуме, ты получал тут же десятки ответов. Появилась Википедия. Да чего только не появилось. Как бы сейчас ответил Коровьев на вопрос Воланда в Варьете? Как изменились москвичи? Появились автобусы, троллейбусы, YouTube, Twitter. Но автора неугодной правды, что тогда, что сейчас, доведут до психушки. Государство быстро сориентировалось в новой реальности, и началась работа по всем фронтам. Мы знаем, что за последнее время было принято большое количество законодательных актов,
Созданы специальные подразделения по контролю в интернете, признаны нежелательными или даже террористическими организации и физические лица, доносящие до общества неугодную правду. Полчища троллей нападают на независимых блогеров в соцсетях и Ютьюбе. Удаляется контент и даже сносятся целые каналы, причем на американском ресурсе YouTube. Какие законы приняты на федеральном уровне в России? Какие статьи уголовные и административные? Что грозит блогерам, журналистам, пользователям за нарушение закона? Российские власти ссылаются на то, что, дескать, их законы аналогичны законам, принятых в других государствах, в том числе и в Америке. Они скажут, да, а вот в Америке вот есть вот такой-то закон похожий. А потом их еще в какой-то закон, значит, омерзительный носом тыкают, и они говорят, а вот в Германии в 1954 году был принят закон, вот практически аналогичный этому и так далее. Это, конечно, очень смешно, то есть получается, что российские законодатели, ну, естественно, стоящие за ними, значит, кремлевские ребята, поскольку вся эта Госдума, естественно, это сборище тупых марионеток, карьеристов, лжецов и подлецов. Вот, естественно, у них как будто бы задача такая: собрать по всему миру все отрицательные примеры, все самые поганые законы, все самые абсурдные правила и так далее, и все, значит, это саккумулировать в нашем российском законодательстве. То есть, чтобы уж все точно знали, что хуже страны, чем Россия, в мире нет, потому что мы честно собрали все самые ужасные законы. Каким коротким моментом оказалась свобода в интернете? Установленная Россией и другими режимами, не признающими свободу, цензура оказалась круче, чем цензура в СССР. И самое главное, в советское время никто из образованных людей не верил пропаганде. Все официальные сообщения воспринимались как ложь, и, напротив, любое доходящее сведение с Запада ловилось и было глотком свободы. Мир был понятен, было ясно, кто единомышленник и кто говорит правду. По инерции мы перенесли подобные отношения и на информацию, появляющуюся в интернете. Вдруг выясняется, да, cancel культура, вот это вот новое изобретение, которое раньше называлось просто цензура. Просто цензура. Просто раньше нельзя было говорить там, да, против советской власти, условно говоря. Сейчас гораздо интереснее. Гораздо интереснее. Потому что советская власть была по-своему честна. То есть там были тупые, вполне тупые, но ясные правила. Да? И, так сказать, водораздел проходил, вот он был описан очень хорошо. Да, государство рабочих и крестьян, да, диктатура пролетариата, все, что против нее, против, понятно. Кровавые, тупые, но ясные правила. Сегодня торжество оскорбленных, да, торжествующее меньшинство, да, мир состоит из огромного количества меньшинств, каждая из которых стала вдруг чрезвычайно обидчивым. Да, это как у Гоголя, что стоит одного упомянуть коллежского асессора, немедленно все коллежские асессоры от Камчатки до Риги, да, возбудятся. Ну, вот просто в любую секунду все обидчивые. В любую секунду, вот ты россиян обидела, да? Ты высказала свое мнение о пофигизме. Да? Ты высказал свое мнение. Пожалуйста, да, дорогие, возражайте, никто не против. Но вместо этого забанивают. Писали тебе вот комментарии в таком объеме гадостей? Конечно, Ин, писали, и еще я еще не был к этому готов, признаюсь честно. Я на это реагировал, даже иногда более чем было необходимо реагировать на это. Эмоционально, да? И эмоционально, и как-то пытался как-то
противостоять этому. Но противостоять бесполезно, потому что там не сидит человек, который тебя выслушает, услышит, или же в конце концов там решит с тобой как-то даже решить этот вопрос. Его задача просто писать, его задача просто создавать какое-то движение. Хусейн, по всем признакам мы живем в свободном мире. У нас есть свобода слова в интернете. Но мы видим, что одним людям в одних странах с одними нарративами можно говорить все за гранью уже просто возможного и приличного, а некоторым нельзя ничего, да, вплоть до того, что тебя банят и сносят даже страницу в Фейсбуке. Как мы видели в декабре прошлого года, снесли страницу в Фейсбуке самого Ахмеда Закаева. То есть это вообще беспрецедентная какая-то вещь, да? Каждый день, если пишут, что чеченцы бандиты и террористы, то, естественно, когда-то в голове это зафиксируется. А то, что касается интернета, это вообще ужас какой-то. Да? Я сам сижу в Фейсбуке, пишу, и каждый почти неделю, 2 недели от силы могу просидеть, потом месячный бан получаю. И за что я получаю бан? Если я напишу русский, слово вот русский, и там еще какой-нибудь русский, такой русский, сякой, сразу летит бан, потому что я каким-то образом оскорбляю, там что-то такое достоинство. А когда мне пишут, лично мне, там, или в комментариях пишут, что чеченцы бандиты, что чеченцы террористы, что чеченцы вообще такие оскорбительные даже в форме, да, что у вас там надо было правильно, что вас убивали, то есть эти люди не получают ни бана, никаких взысканий, потому что я их дальше продолжаю видеть там. То есть это несправедливость, да, я думаю, что все равно вот эта модерация, которая происходит, например, в русском сегменте, да, и мы же там на русском языке пишем, естественно, не читают ее американцы, не контролируют американцы. Там наверняка есть какие-то слова, слово «русский», сразу бах, лампочка какая-нибудь в компьютере загорается, и говорит, запретное слово сказал. И сразу реагирует, ну, вот такие. Я не думаю, что сидит человек и читает эти комментарии. Это невозможно, чтобы люди читали. Но реагируют люди на вот эти сигналы, которые поступают. Уже реагируют живые люди. Они блокируют, если, например, русский сидит там, который будет контролировать вот какой-то чат, да, конечно, он будет как русский блокировать тех, кто против русских пишет. Потом уже стало известно, почему это происходит. Но первое время отписывались, я писал в YouTube, отписывались подписчики, пропадали лайки, комментарии пропадали, да сейчас это все происходит. Потом отменили из-за жалоб монетизацию. Сперва вот эти люди, они используют легальные, законные методы, которые есть в YouTube. Это там написать жалобы, найти что-нибудь в твоем контенте, что может или там сомнительно, или хотя бы отдаленно нарушать правила, условия YouTube. Ну и вот было обращено внимание, сперва писались мной письма в YouTube, потом YouTube просто перестал отвечать вообще, просто мне перестали отвечать какое-то время. И отменили монетизацию, что тоже повлияло, что нет рекламы, соответственно, не растет, и рекламодателям не интересно, из-за этого не растет просмотры, не растет канал, развитие канала. В итоге я получил уведомление, что Роскомнадзор на территории России запретил мой канал. И уже стало уже тогда документально подтверждение, откуда идет вот эта вся вот эта атака. Ну и вот легко обходить эту блокировку канала на территории России, так как достаточно просто в Ютубе изменить страну, в которой ты смотришь, подписан на канал, и все, и ты дальше можешь его смотреть на любую другую страну, кроме России. Границы между правдой и ложью быстро размывались. Ну а для кого такая мутная среда самая благоприятная? Конечно же, для ФСБ. Это их стихия – манипулировать, сталкивать, вбрасывать, дискредитировать, наводить тень на плетень. У советского КГБ за почти больше полувека
набралось такое количество отработанных приемов и методов, столько высокой науки придумали по психологическому слому и прочего. Как я шучу, говорю, вот вы же в высшей школе не изучали теорию допроса, а те изучали. Они знают все кнопки, которые можно нажимать. Что обыкновенному человеку или обыкновенной цивильной группе с ними, конечно, не справиться. Это зло изощренное, опытное, а самое главное, уверенное в своей правоте. Как говорил Новгородцев, вор в законе, когда идет на дело, он не чужое идет брать, а свое. То есть он уже уверен, что это его. И таким образом ведут себя КГБшники. Они заранее уверены. Но все это ворованное и неправедно нажитое долгосрочности не имеет. Там есть внутренняя гнильца, которая и есть исторический механизм. Всякое новое нарождающееся поколение выстраивает себе собственную мораль. Она сначала исходит из естественной природы отношений между людьми, дружбу, любовь, там, товарищество. И поэтому все наносное, которое было преподано, скажем, в армии или в школе КГБ, оно должно постепенно уходить. И люди видят, что это неправда, что это ложь, что это притворство. И кроме того, образ жизни, порожденный всеми спецоперациями, счастья не дает. Это сухая смоковница, без плодов. И весь процесс, а Бог, правда, видит, скоро скажет, не скоро скажет, процесс идет медленно. И постепенно страну, как какую-то тектоническую плиту, затаскивает куда-то вниз. И мы уже видим, что экономика схлопнулась, там целого колоссального пласта ученых и интеллектуалов уже нет. Ну, да, каждый пожинает, так сказать, то, что посеял. Как говорил апостол Павел, Бог поругаем не бывает. В общем, к 2021 году мы оказались в ситуации, когда в русскоязычной среде интернета установился тотальный контроль со стороны государства. С другой стороны, для людей, находящихся на территории России или Беларуси, это уже угроза жизни, и вас могут посадить на реальный срок просто за лайк к посту, на их взгляд, экстремистскому. Но у нас еще оставалась надежда и убеждение, что существует бескрайний простор интернета, свободного пространства, неподконтрольного тоталитарным властям. Но в последнее время все независимые блогеры, большинство из которых не находятся в юрисдикции российского государства, зарегистрированные в свободных странах и размещающие свой контент на американской платформе YouTube, на русском языке и в соцсетях, таких как Facebook, Twitter и другие, столкнулись с необъяснимым противодействием и вмешательством. Нет, ну надо просто понять, как это технически происходит, да, как это на поле американской компании пасутся вот эти стада фабрики троллей, или как они там называются теперь. Нет, это не так происходит. Стада с фабрики троллей засыпают модераторов жалобами. Модераторы сидят где-то в Польше, модераторы русского Фейсбука, сидят где-то в Польше. Их заваливают жалобами оскорбленных. Логика чиновника, есть логика чиновника, она заключается в том, чтобы было меньше хлопот мне, чиновнику. Да? Меня завалили жалобами на там, 100 человек пожаловалось, 200 человек пожаловалось на hate speech, да, вот там, да, врачам гореть в аду. Человек же не будет разбираться, по поводу чего, правда это или неправда, что за врачи, да, что за текст. Они вырубают. Значит, это логика чиновника. Почему у Фейсбука такие чиновники? Это вопрос, да, качества менеджмента. Я думаю, что действительно для них, для сегодняшней американской элиты, к сожалению, ситуация политизирована и демагогизирована, я бы сказал. Потому что они заложники новых правил политкорректности. Я получал либо голодное молчание от работников русского YouTube, либо отписки. Ничего такого нет, все хорошо, все. Это не у нас, это не мы, нас тут нет, мы здесь ни при чем.
и так далее. Не далее, как сегодня, я решил провести такой эксперимент. Думаю, напишу-ка я по-английски. Может быть, меня переведут на англоязычный офис. В ответ на это мне человек там пишет: пожалуйста, сформулируйте вашу проблему по-русски. Ну, я хочу на английском. Нет, вы в русском офисе, к русскому офису YouTube относитесь, поэтому, пожалуйста, по-русски. Я говорю, ну а как мне связаться с англоязычным? Нет, пожалуйста, по-русски. Тогда, ну дайте, пожалуйста, мне тогда ссылку, куда я могу по-английски написать. Хорошо, после чего мой визави сливается, просто исчезает, закрывает чат и дает мне стандартную ссылку связаться с нами. Не пытайтесь покинуть русский офис YouTube. У вас ничего не получится. Это сегодняшняя информация. Прямо сейчас, пару часов назад. Ну и, конечно же, я еще раз попытался по-русски написать. Девушка, это было не произведение искусственного интеллекта, нет, это живая девушка была, потому что у нее были живые реакции. Она, видимо, зашла, ознакомилась, поняла, что это за канал, сразу же слилась и сказала: я вам напишу через 24 часа. Ну, какой мы делаем вывод? Все равно получается, что работают те, кому надо работать в этих офисах. Какой мы делаем вывод? Мы делаем вывод, что, к большому сожалению, офис YouTube, гугловский, не является свободным. Он все равно находится в несвободном состоянии. Они все равно там подчиняются. Ну, если вы хотите это услышать, я это скажу. Грубо говоря, товарищ майор там присутствует. Дух товарища майора там обязательно есть. Если вы обратите внимание, там привольно чувствуют себя каналы Соловьев, Киселева. Там прекрасно себя чувствуют гомофобные каналы. Сейчас у меня вот за последние полгода удалили 2 ролика. Старых, там еще я выкладывал, там 13-14 года. Вот просто раз, и YouTube пишет, мы удалили, он нарушает там нормы. Ну, то есть вот он 6-7 лет не нарушал, и вдруг раз это нарушил. Просмотры упали на порядок. То есть там, если раньше я выкладывал ролик, я мог там набрать сходу там 100 тысяч, сейчас там 10 тысяч максимум. Вот максимум и все. И непонятно. В принципе, все то же самое, но вот... Ты пытался разбираться, что происходит? Ну, я смотрел, как Дима там мучился, Камикадзе, с этим вопросом, потому у него что... тоже такая же история? Да, ну, у него прям история, которая там доказана уже, прям, и он пытался с этим разобраться, и ничего у него не вышло, и он в итоге плюнул, и я думаю, ну, раз он плюнул со своей миллионной аудиторией, то что там, у меня 30 тысяч там подписчиков, что я буду мучиться, там, им писать, отписки получать эти, разбираться. У Навального было так, значит, массово подписывались боты на него. Так. Значит, когда он выпускал какое-нибудь расследование, они тут же начинались массово отписываться. Ага. Вот эти боты, дается команда, они отписываются. Алгоритм Ютуба действует таким образом. Ага, вышел ролик, пошла массовая отписка, значит, этот ролик плохой какой-то. И его не пускают в тренды. Понимаешь? То есть это так работает. Вот, например, значит, чтобы дать ограничения, это значит, надо дать ботам команду с жалобой там, на какое-нибудь непристойное содержание. Сразу ставят ограничения по возрасту. Соответственно, ограничение по возрасту, это значит, что если у тебя нет аккаунта на YouTube, ты этот ролик посмотреть не сможешь. То есть прямого аккаунта. Да? Можно без аккаунта смотреть, если ролик без ограничений. И так далее. Там схем-то, ну, не так много. И они, ну, это все ботафермы, естественно, делают. Появился некий диссонанс. С одной стороны, мы слышим заявления западных лидеров о противостоянии российской агрессии, хакерским атакам, гибридной войне и кремлевской дезинформации.
А с другой стороны, материалы, посвященные разоблачению этой самой кремлевской дезинформации, подвергаются цензуре, а иногда даже исчезают с ресурсов. Почти все блогеры столкнулись со скручиванием просмотров, лайков, исчезают нейтральные комментарии. Что за неведомая сила орудует на американской независимой платформе и играет на руку Кремлю? Что это за олдовые дела? Открываем несколько браузеров одновременно, не буду рекламировать их, это 3-4 браузера, открываем одно и то же видео на каждом из этих браузеров и просто каждые 30 секунд делаем обновление страницы и опять же запускаем это видео. YouTube воспринимает это как кликерство и отодвигает это видео из ротации, убивает его, что называется, и не показывает, то есть даже на одном и том же канале некоторые видео нормально ротируются, некоторые убиваются. Как правило, изначально 2-3 человека в состоянии убить видео, чтобы оно не попадало изначально в ротацию YouTube. Ты хочешь сказать, что это не YouTube со своими алгоритмами и не какое-то там изменение у них, как в компании, которое привело вот к таким падениям просмотров. Это какая-то сторонняя сила, и давай ее назовем, потому что, про нее все уже говорят, что она действует давно. Это некие фабрики троллей, связанные со спецслужбами Российской Федерации, так? Самые известные в мире это Ольгина, о которых не удалось Российской Федерации спрятать информацию. Точно так же, если идет хотя бы 0,5% от просмотров, тех, которые ставят ярлычок в Ютубе, на YouTube-каналах, не рекомендую к просмотру, точно так же видео убивается, невозможно практически его никак поднять. Вот скажи, пожалуйста, как профессионал, как устроен YouTube? То есть есть некий головной центр YouTube, есть у них офисы, которые распределяются по принципу языка, я так понимаю, да, и стран, где зарегистрированы YouTube-каналы. Вот как мы, зарегистрированные в Чехии, чешская компания, но вещающая на русском языке, в какую юрисдикцию мы попадаем, в какой офис, в чьи руки? Вы попадаете по модерации непосредственно на Чехию, но при этом вы можете даже не дойти до модерации, получив вот эти дизлайки, получив не рекомендуется к просмотру, либо же тем третьим способом, который я рассказал, когда YouTube считает, что вы занимаетесь кликерством, при том, что сами вы этого не делаете. Это сознательно делается с одного девайса, чтобы YouTube видел, что это один и тот же IP. Хорошо, менеджеры YouTube знают об этой проблеме, что есть такие вот фабрики троллей. То есть если об этом говорится в Конгрессе, в Сенате, об этом в Евросоюзе кричат, да, что Россия занимается хакерством, пиратством на этом рынке, эта проблема известна уже давно, как минимум с 2014 года. Что вообще происходит на уровне менеджеров YouTube, которые, по идее, это их должна быть какая-то проблема уже? YouTube точно так же фактически единственный портал, на котором можно размещать длинные видео, но при этом все-таки весь заработок YouTube, весь контент YouTube на 99% составляют короткие видео. И эти короткие видео, как правило, они не являются контроверсионными для той же Российской Федерации, поэтому она их не трогает. А вот независимые каналы, которые правду говорят, Россия, тот же Китай, и есть еще несколько стран в этом мире, которые просто садят своих ботов. Достаточно на самом деле 100 людей просто на зарплате, которые этим занимаются в 3-4 смены. Специалисты говорят, что с YouTube и его алгоритмами сделать ничего нельзя, что фабрики троллей, прекрасно изучившие систему, всегда смогут уничтожить канал. И еще они говорят, что YouTube предназначен больше для коммерческих нужд. Тогда у меня вопрос к менеджменту YouTube. Для чего вы сделали раздел «Политика» и заложили те же самые алгоритмы, что и для коммерции? Прекрасно же знают в Америке, там, в компании YouTube, вот эти менеджеры,
что существует проблема в России, да, это же русскоязычный сегмент, что там зажимают свободу слова. Почему они позволяют этим технологиям действовать так же, как и вот в коммерческой сфере? Ну, я бы сказал, что эта история очень лукавая. То есть, с одной стороны, говорят, это не политика, это коммерция, с другой стороны, на самом деле, как бы на фоне всей этой коммерции клубится именно политика. Ну, такая же примерная история, как с газопроводом «Северный поток-2». Но когда речь касается жизненно важных для общества вопросов, как можно закладывать такую возможность обрушить канал пиратам на службе Кремля? Я предлагаю обратиться к топ-менеджменту YouTube с совместным разъяснением ситуации нескольким влиятельным блогерам. Может быть, они не знают о таком пиратстве, и, может быть, разумно для раздела политики поменять алгоритмы, чтобы устранить возможность манипуляции. Почему бы не подумать над тем, чтобы лишить возможности троллям и службам ГРУ хозяйничать на поле американского ресурса и убивать единственный источник правды для русскоязычного сегмента? Нет, ну, слава богу, всех не забанишь, как говорится. Вот, всех в бане не спалишь. Останутся еще свежие венчики. Для людей с независимым взглядом на вещи, которые привыкли думать своей головой и иметь собственное мнение, это непростое время. Ты можешь оказаться не в той ячейке таблицы Менделеева, не соответствовать сложившемуся мнению передовой группы мыслителей, задающей тон. И запросто можешь попасть в так называемые маргиналы или сумасшедшие. Ничего нового в этом нет. Людей с независимым мышлением всегда были единицы, и это прерогатива свободного человека с развитым интеллектом. Было бы очень неплохо, если бы они пожелать им лучше относиться друг к другу. Потому что это все в итоге только в это и упирается, потому что ты можешь познать Вселенную, когда тебя не раздражает твоя собственная агрессивность или что-то еще. Потому что пока ты винишь всех остальных в том, что чего у тебя нет, ты не познаешь Вселенную. Вселенную можно познать только когда ты в мире с этой Вселенной. Чтобы быть в мире с этой Вселенной, нужно хорошо относиться к тем, кто ее населяет. Поэтому нужно работать над тем, чтобы начинать учиться хорошо относиться к людям.